Всем привет! Сегодня я предлагаю испечь пасхальные куличи на творожном тесте. Безумно насыщенный мякиш, ароматный, влажный и в меру сладкий. Творог в тесте не чувствуется вообще, но он придает куличам неповторимый и изысканный вкус. Если бы спросили, какой кулич можно приготовить с вечера, а утром только испечь, это он. Рецепт простой, несложный и подходит для тех, у кого нет много свободного времени, но куличи испечь хочется. Также я поделюсь с вами рецептом глазури, которая готовится без яиц и после высыхания не крошится. К тому же очень напоминает вкус зефирок маршмеллоу. В первую очередь сделаем опару. В теплое молоко всыпаем дрожжи и хорошо перемешиваем. Также добавляем столовую ложку сахара и несколько ложек муки. Перемешиваем до однородного состояния. По густоте опара должна быть как густая сметана или как тесто на оладьи. При необходимости муку можно добавить. Творожное дрожжевое тесто не любит сквозняков, поэтому на кухне у вас должно быть тепло. Накрываем опару тонким полотенцем и оставляем подходить. А пока займемся приготовлением теста. В большую миску или чашу миксера вбиваем 3 яйца и 3 желтка. Из оставшихся белков можно сделать глазурь для куличей, либо сделать безе, которыми можно украшать как куличи, так и торты. К яйцам всыпаем соль, оставшийся сахар и перемешиваем до однородного состояния. Не взбиваем, а лишь перемешиваем. Теперь сюда отправляем 450 грамм творога. У меня творог с жирностью 9%. И снова все перемешиваем. Если у вас творог более сухой, муки уйдет чуть меньше. У меня он влажный, и муки мне потребовалось 800 грамм. Затем отправляем в тесто сливочное масло комнатной температуры и опять перемешиваем до однородности. Опара подошла. Посмотрите, насколько она воздушная. И теперь ее добавляем к тесту. Также на этом этапе по желанию всыпаем пакетик ванилина и добавляем цедру одного лимона. Включаем миксер и все хорошо соединяем. Начинаем добавлять муку. Мука должна быть обязательно просеянная и хорошего качества. Муку всыпаем частями. Когда тесто становится густое, миксер убираем и продолжаем работать с тестом руками. Муку также добавляем частями. Замешиваем тесто в миске, на стол переходить не обязательно. Нам нужно добиться лишь того, чтобы тесто сформировалось в шар. Чтобы сохранить рецепт и не потерять его, нажмите на пальчик вверх и добавьте видео в понравившееся. Тесто перекладываем в пакет, завязываем его и убираем в холодильник на несколько часов. Лучше всего замесить тесто с вечера, а выпекать куличи утром. На следующий день изюм заливаем горячей водой и оставляем на полчаса, чтобы он набух. Достаем тесто из холодильника. Оно очень хорошо поднялось, не прилипает к рукам и стало очень воздушным. Оставляем его на столе в пакете на полчаса, чтобы тесто немного согрелось. Затем стол и тесто слегка присыпаем мукой. Тесто немного растягиваем в стороны, с изюма сливаем воду, просушиваем его бумажным полотенцем и всыпаем в него ложку муки. Перемешиваем и высыпаем изюм на тесто. Складываем тесто конвертиком и хорошо вмешиваем изюм в тесто. При необходимости немного подсыпаем муки. Когда изюм хорошо вмешали в тесто, начинаем его сразу раскладывать по формам. Еще раз давать время подходить не нужно. Придаем ему вот такую форму. Разрезаем тесто пополам.
Затем каждый кусочек делим еще на 3 части. В итоге у нас получится 6 куличей. Каждый кусочек теста округляем и раскладываем по формам. Я использую бумажные формочки. Их смазывать маслом не нужно. Если будете печь в железных, то на дно кладите бумагу для выпечки, а бока смазывайте маслом. Мы с вами уже в этом году пекли куличи, мы готовили их на сливках. Они получаются очень влажными, нежными, вкусными и даже на 4-й день не черствеют. Также мы готовили с вами творожную пасху. Если вы еще не успели посмотреть эти рецепты, все ссылки на видео я оставлю в описании. Теперь формы накрываем тонким полотенцем и оставляем в теплом месте подходить. Я ставлю в духовку, включенную на 40 градусов, дверцу закрываю. Через полчаса тесто поднялось практически до верха. Смазываем куличи смесью желтка и небольшого количества молока. Ставим выпекаться в заранее разогретую до 170 градусов духовку приблизительно на полчаса или до румяной корочки, но вы ориентируйтесь, конечно, по своей духовке. И готовность обязательно проверяйте деревянной палочкой. Даем куличам полностью остыть, а пока займемся приготовлением глазури. Сегодня мы будем делать ее без яиц. Для этого 5 грамм желатина заливаем 25 мл воды и оставляем набухнуть. Затем берем маленькую кастрюльку, ставим ее на плиту, вливаем 50 мл воды, всыпаем 125 грамм сахара и добавляем щепотку лимонной кислоты. Перемешиваем и нагреваем смесь до того момента, пока сахар и лимонная кислота полностью не растворятся. Затем снимаем кастрюлю с огня и добавляем в горячий сироп набухший желатин. Перемешиваем до полного его растворения. Теперь смесь нужно охладить до комнатной температуры. Чтобы ускорить процесс, наливаем в миску холодную воду, добавляем несколько кубиков льда и сверху ставим кастрюлю. Сироп быстро охлаждается и немного густеет. Пальчиком можно проверить, если он уже слегка теплый, значит можно взбивать. Взбиваем сироп на средней скорости. По мере его остывания он белеет и увеличивается в размерах. В глазурь по желанию можно добавить водорастворимый краситель любого цвета и также любой ароматизатор по вашему вкусу. Красители и ароматизаторы можно приобрести в любом кондитерском магазине, но на праздник Пасхи их привозят и в сетевые. Глазурь готова. Наносим ее на полностью остывшие куличи. Глазурь на них я буду наносить таким образом, чтобы у меня были подтеки, поэтому куличи я достаю из упаковки. В качестве декора можно использовать абсолютно все, что нравится вам. Я буду украшать вот такими мини-безешками, которые делала сама. Если хотите рецепт, напишите в комментариях, и я обязательно поделюсь с вами их процессом приготовления. Также буду использовать сублимированную клубнику и всевозможный шоколадный декор. Покрываем сверху кулич глазурью. По консистенции она тягучая и липкая, но после полного высыхания она не липнет, не крошится и по вкусу напоминает зефирки маршмеллоу. Куличи получаются очень красивыми, необычными, нравятся как взрослым, так и детям. Советую приготовить и куличи на творожном тесте, и глазурь без яиц, которая не крошится и имеет просто потрясающий вкус. Давайте посмотрим, какой кулич получился в разрезе. Очень-очень мягкий, нежный и влажный. Я думаю, это видно сразу, и в дополнительной рекламе кулич не нуждается. Аромат и вкус просто волшебны. Пробуйте приготовить, пишите комментарии. Если понравился рецепт, поддержите меня пальчиком вверх. И не забудьте подписаться на канал. С праздником Светлой Пасхи! С любовью, ваш кулинарный канал «Это просто».